Холмс нервно потягивал дым из трубки с Хаккелло. А скам бы подрал этот Кемелзе. Никогда бы не подумал, что буду таким заниматься. Зря я не послушал этого грязного шахтеришку у меня за спиной. Что нужно выбираться иногда на поверхности, отдыхать. Ай, ну разгадка где-то рядом, я не могу сейчас отступиться. Я должен вернуться в старый Бенгард к своему тайнику, забрать оттуда двемерское масло. Уж один-то рычаг я с ним точно открою. Да, и отдохну заодно. Дамы и господа, привет всем, с вами сэр Холмс. Продолжаю прохождение Morrowind, Tomb Raider Rebuild. Кемелзе у меня за спиной. И я намерен добить это, что бы это мне не стоило. Потому что действительно разгадка где-то близко, я уже это чувствую. И по поводу парочки мест у меня точно есть идеи. Я не исключаю, что возможно просто это все еще не доделано. Я погуглил на досуге и по меньшей мере обсуждения среди самих модеров, разработчиков Tomb Raider Rebuild по поводу того, что эти руины надо доделывать, они еще ведутся с 2017 что ли года, такое вот у меня ощущение сложилось. Вот, и да, над ними ведется работа, что-то, возможно, действительно не доделано, но да ладно. План обозначен, надо возвращаться в старый Бенгард. У меня по-прежнему стоит метка там. И... Рекол, да, мне нужен? Рекол, да, давай, погнали. Вот, вы знаете, очень трудно было это гуглить и одновременно стараться себе не заспойлерить, что там, кто такие двемеры, куда они подевались и все такое. Я потому что славлюсь своей способностью не натыкаться на спойлеры. Я до сих пор не знаю в деталях сюжет. Ну, знаете, только очень-очень в общих чертах. Вот, так что вас попрошу на всякий случай в очередной раз не спойлерить, если что. Я до сих пор еще ничего не знаю, вот, и вам того же рекомендую. Это все-таки совершенно другой уровень геймплея, когда не знаешь, что тебя ждет впереди. Вот, ну а теперь мне нужно будет за кадром это все разгрести. Вот это вот, точнее, из инвентаря своего что-то продать. А где у нас двемерское масло? Кстати, тут двемерская взрывчатка еще есть, но я брать не буду с собой туда. Потому что не факт, что это поможет. Кагерер, кстати. Вот Кагерер можно забрать. Где масло? Вот оно. Вот. Взрывчатка там есть, к тому же, в Кемелзе. Двемерского масла там я не нашел нигде. Вот, ладно, вернусь к вам через мгновение. Все сделано. Опять скапливается тут все больше куча того, что я продать попросту не успеваю. Ну, как бы не хватает у торговцев на это денег. Но, тем не менее, все артефакты выложены, которые я хотел сохранить. Все лишнее продано, либо свалено в кучу. Теперь задача стоит вернуться в Кемелзе. Я полагаю, что мы двинем просто по внутреннему морю. То есть вот я сейчас здесь. Такое длительное путешествие сюда предстоит нам. Вы знаете, у меня такое ощущение, что может быть даже в какие-то порты Орденфелла зайдет судно, на котором я отправлюсь. Это интересно. Да, был рад с вами всеми повидаться, даже несмотря на то, что вы мне, как обычно, закрываете дорогу. Старый Бенгард. Как много тут всего. Линейка квестов гильдии воров — это что-то с чем-то, согласитесь. Вот, и почти все квесты тут я уже, ну, большую часть завершил. Но так как я вступил в гильдию бойцов, у меня еще открылась, собственно, линейка квестов гильдии бойцов. Я уверен практически полностью, что тут она есть. Привет, привет, поплыли. Кстати, куда?
Карлинская королева, может, Вальмастир, Вольдрим или Мибенгард на Варденфелл. А, Вольдрим, да? Давай Вольдрим. Самый дальний пункт назначения, кстати. Сколько там денег у меня было? Нормально, да, уже? Так, денег у меня, 330 тысяч почти. Вот, я тут с собой взял, конечно, кучу пирогов скрибовых. Самое время поужинать. И закусить это разными печеньками. Собрал я цветов еще разным магазинам. По квесту в Мороге. Отсюда, из Эльдрима, мой корабль Водоворот может доставить тебя в Старый Бенгард или Тельбранору, или, если хочешь, на восток, в Марок и Хелним. Отлично, то, что нужно. Марок, давай. И что это у нас по времени? 4 утра. Да, предстоит снова подняться в Кемелзе. Красиво, да? Не навернуться бы только. Похоже на северное сияние какое-то. Это, наверное, туманность какая-то. Небесные тела. Вы знаете, я частенько в вечернее или ночное время, то есть, когда самое время звездам показаться на реальном небе, поглядываю на него и каждый раз сокрушаюсь, почему небо не такое же прекрасное, как в играх. Не так ли? Может, кто-то со мной в этом плане солидарен? Если так, буду рад, если поделитесь. Вот, но не теряя времени, отправлюсь в Кемелзе. Снова. Какой-то эпизод подряд уже. 7-й. Так, вот сюда. Пора включить кошачье зрение. У хаджитов наверняка это обилка расовая, а? Да, я помню твой совет иногда вылазить на поверхность. Понял, принял уже. Так, мне сюда вроде бы. Бзынч. Есть у меня мысля по поводу башни мечтателей. Это ведь обсерватория, по сути, и помещения перед ней, они похожи на... Так, подожди, сюда мне не надо. Мне вот сюда. Излом Шора, это... Переведено в одной статейке как излом Шора. Вот, и помещения рядом с этой обсерваторией, они похожи на кабинеты, где астрономы Двемеров могли какие-то работы свои вести. Я такой, что... По сути, вот эти все загадки в Кемелзе, которые тут встречаются, с этими рычагами в частности, они напоминают мне игры в жанре квест. Когда весь игровой процесс заключается как раз в решении таких подобных загадок, задачек. И я такой, надо мыслить как двемерский астроном. Если бы я был двемерский астроном, я бы
не держал отпирающий механизм какой-то. Далеко от обсерватории. Keep moving. Ну что ж. Ой, черт. Что он делает со мной? Так, и ловушку душ я бы хотел. Есть у меня такая? Есть. Вот тут Кагерер у нас. О, ключ. Сиката. Я, конечно, помню, что меня просили сообщить. Если мне удастся проникнуть сюда. Ну, конечно же, сначала тут сам все осмотреть. Не проще так. Так, ну... Здесь я нашел ключ. Этого немного, но... Хоть что-то. Так, а что там у меня по сохранению? А как? А вот. А, говоришь, тебе удалось открыть дверь? Невероятно. Все интересно, что ты там найдешь, или важное, тебе следует доставить на базу сообщества. Ну, я, пожалуй, им сообщу, действительно. Но этот ключ был очень неприметный, согласитесь. Попробую доложить о находке главе археологической экспедиции. Requiem Tower Discovery, да? А, Tower of Requiem. А, у меня отобрали ключ. А, тебе удалось открыть... помещение башни? Невероятно. Ты нашел там что-нибудь интересное? О, дай-ка мне взглянуть на этот ключ. А, вот это интересно. Мне придется его у тебя забрать, потому как таков закон Империи. А что же до остального? Ну, такие вещи частенько встречаются в Демерских руинах. И они нам не очень-то нужны. Хотя формально я должна конфисковать эти... все это добро во имя Императора, именем Императора. Но я не могу сказать, что нахожу что-то из этого таким уж интересным. И не думаю, что кто-то будет возражать, если я позволю тебе это все оставить. Угу, это было немного неосмотрительно с моей стороны. Я думаю, что ключ-то может мне самому пригодиться.
Так. Хамелеона у меня нет, да? Ладно. Я просто сделаю вид, что я тут осматривал сундук. Спасибо, все. Ты потеряла этот ключ. А, вот, теперь... Ох, надеюсь, ни у кого голова не закружилась. Теперь 2 мирска масла. Так. Так, ну мне просто прямо здесь. Сюда. На карте почему-то не отмечается этот проход. Мне интересно. На сколько рычагов подействует это масло? Подожди. О! Работает. О, открылась, открылась. А вот эти таки будут неподвижными, да? О, награда. Формальная награда. Так, вы знаете что? Ну, вот история с ключом от обсерватории, она меня научила чаще пользоваться вот этим заклинанием. Обнаружение ключа. Я подозреваю, что ну, именно так и задумывалось это заклинание разработчиками. На подобные случаи, если... Ой-ой. Если где-то есть... Замечательно. Где-то есть вот подобные загадки, да? Места, которые надо открыть только ключом. А ключ где-то неподалеку спрятан, то... Вот для этого заклинания и нужно обнаружение ключа. То есть... Это эдакий... легальный чит. Современные разработчики, пожалуй, не стали бы заморачиваться чем-то подобным, зная, что... Первый ключ Шелзиката. Герер. Знаю, что игрок скорее загуглит.
Но тут я скажу, что... Да, кстати, пополнил запасы коммуники и всего такого. Скажу, что... Играть в игру так, как в ней задумывалось, чтобы мы играли. В этом тоже есть своя прелесть. Так. А как спуститься? Ладно, легитимно спуститься отсюда нельзя, похоже. Ау! Паркур. Я зацепился за стену и по ней сполз. Я, пожалуй, никому ничего не буду говорить больше. Из местных о своих находках. Так, и... Теперь я хочу пройтись еще раз по всем местам с рычагами и без, где я уже бывал. Посмотреть, что мне это даст. Да, так как я тут загружался до момента, когда я активировал какие-либо рычаги, тут некоторые места у меня еще не исследованы, как бы остались. Вот, сейчас мы с вами еще раз пройдемся по всем по порядку. Вот заодно предлагаю вам посмотреть, в какой последовательности я считаю их оптимально нажимать, активировать и так далее. Вот, еще напомню, что здесь у нас два рычага, которые открывают дверь здесь. Вот, но за ней ничего особо интересного, кроме парочки центурионов и сфер. Ну и какого-то лута там, дженерик. И в этой же локации, Vale of Heartfire, есть проход в бассейн Чефиц, где у нас тоже есть рычаги. Вот я сразу хотел бы проверить. По-прежнему не работают. Тут у нас две мерзких механизма, анимункули. И чтобы активировать что-то здесь, я до сих пор не понял, что это дает. Надо вставить сюда кагерер и нажать вот здесь рычаг. Что это делает, я не понимаю. Но чтобы открыть дверцу вон там, нужно наполнить этот резервуар водой. Чем мы в скором времени и займемся. Еще раз проверю. Нет, такие не работают. Далее в локации Азмват, она одна из самых конечных. Есть рычаг вот в этой комнатке, который открывает дверь напротив. И там тоже есть рычаг, через секунду покажу. Вот этот рычаг в этой комнатке. Вот, и он у нас активирует дверь в самом конце, вот здесь. Ее можно открыть после этого рычага. Вот этот рычаг, но он, по-моему, только свет включает. Вот так. Возможно, он запитывает что-то на более верхних. Далее в этой локации Твзунг, одна из самых тоже дальних. У нас есть 4 рычага, 3 из них рабочие. Вот этот вот активирует, по-моему... Да, платформу, которая из лавы выдвигается, можно пройти. Вот насчет остальных двух не уверен, но есть одна теория. Вот. Пока что не понимаю, но на всякий случай их тоже активируем, потому как они на трубах, идущих вертикально. Есть мнение, что это так и не работает. Они просто открывают эти трубы, и что-то по ним может бежать, вероятно, подпитывая сверху какие-то приспособления. Ну и вот.
одни из самых интересных рычагов, которые опускают, во-первых, вот этот центральный чан. Во-вторых, два боковых вот эти вот миксеры двемерские. Вообще не один я схожусь во мнении, что это каким-то образом тоже что-то запитывает. Это здорово вообще, что двемеры шарят за электричество, да? И источником энергии у них служит лава. Вот, то есть это, вероятно, тоже как-то вырабатывает энергию. Вот эти вращающие движения. Тут мы зачерпываем лаву. Поднимаем это обратно. И там есть вот что-то вроде труб, которые получают, как бы высасывают эту лаву, да, и что-то там запитывается. Но вот проблема в том, что эти трубы, они получается над лавой, не погружены в нее. Мне сейчас пришла мысль, что, возможно, какой-то механизм должен опустить вот эти трубы ниже, чтобы они окунулись в лаву, и тогда действительно что-то запитается. Что ж, посмотрим, удастся ли мне сообразить что-то еще здесь. Вот здесь можете видеть, что не до конца эти трубы, точнее, совсем не погружаются в лаву. Итак. Проход к залу с чаном находится в этой комнате, в помещении. Я же сейчас перемещаюсь в Чифиц, вот здесь, на другом конце. Здесь у нас самое интересное. Затопленные помещения. Вот, смотрите, значит, здесь у нас камеры какие-то, а здесь техническое помещение. Одно из. Здесь у нас есть кран. С помощью него мы открываем здесь шлюз. Можно глотнуть воздуха. Здесь также парочка ключей на полке. Вот уровень воды упал, как вы видите. Один из ключей открывает вот это помещение. Шахта техника. Это можно взять, кстати, у него. Шахта помещение техника. Еще один шлюз и еще один находится здесь. Вот, сбросили воду. Это соседнее помещение называется бассейн Чифиц. Чифиц Бессин. Здесь мы видим, что резервуар заполнился. И теперь нам доступен вот этот вот проход. Ранее он не открывался. Вот, проходим по нему. Тут ничего особо интересного нет. Парочка кегов. Парочка центурионов. Мне даже не хочется останавливать запись, потому что близко это. Следующий рычаг. Вот он тут, кстати. Ничего не видать. Вот он. Он просто открывает вот эту дверь. Пройдя через нее и через эту дверь, через этого центуриона, он так-то по умолчанию функционирует. Я прихожу сюда. Предыдущий рычаг открыл также вот это место. Активирую еще один рычаг. И вот он, я полагаю, позволяет нам использовать рычаги, которые находятся уже вот там. Мне очень интересно,
Сработают ли сейчас вот эти рычаги? Нет, этот застрял. Этот тоже. Но зато я могу активировать эти рычаги теперь. Какой-то из предыдущих. Да, и вот видно, что, во-первых, тут электричество появилось, во-вторых, там открылась дверца. Да, какой-то из предыдущих рычагов активировал эти, получается. То, разобравшись тут с парочкой мобов, нахожу еще пару рычагов, которые по-прежнему не работают. Вот, но пока что это все, что мне удалось изучить. Похоже, локация просто действительно недоделана еще, и разработчикам Tomb Raider Rebuild еще предстоит внести сюда какие-то секреты дополнительные. Вот, но тем не менее у меня есть еще одна мысль, сейчас ее проверю и с вами поделюсь. Ну и в самом конце вот этой локации Хор Творца, в самом углу вот этой комнатки лежит ранцевый снаряд, заряд, взрывчатка, в общем. Посмотрим, может когда-то я смогу ее приткнуть. Вообще, по идее, вот здесь, в этой локации, в Зекис, у нас есть проход, который ведет в никуда. И на просторах интернета есть карта, которая показывает как раз таки, что там есть еще помещение дальше. 3 или около того района интерьера. Но тут негде приткнуть этот ранцевый заряд. Не на что его активировать. Вот, так что, ну, собственно, вот пока что это все, что нам может предложить Кемелзе. В общем-то, пора, пожалуй, выбираться отсюда. В очередной закат как-то не погодится, рассвет, то есть. Но, тем не менее, основа на поверхности, что не может не радовать. Вот, действительно, пока что это, похоже, все, что нам может предложить Кемелзе. Я, пожалуй, что ожидал большего, но, хотя, знаете, честно сказать, я особо ничего не ожидал. А для меня главное то, что я довел это расследование до логической точки. И не уйду теперь отсюда с неприятным ощущением, что я что-то упустил, знаете, недостаточно заморочился, и это место меня победило. Нет, я его победил таки. И да, будем ждать, когда разработчики Tomb Raider Rebuild его доделают. Вот. Возможно, через парочку релизов. И обязательно сюда вернемся. И Кемелзе наконец-то позади. И теперь можно вернуться к делам более насущным. А именно к квестам Морога и далее. Далее, напоминаю, паломничество вот сюда. Я как-то 7 или 8 эпизодов назад озвучивал свои планы. Теперь надо их снова вспоминать. Вернемся к ним. А пока что всем спасибо за просмотры. Друзья, с вами был Сэр Холмс. Не забывайте ставить лайки, подписываться, комментировать, кто что думает на этот счет. Ну и до встречи в следующих эпизодах. Пока-пока. Если и второй ключ отдать ей, то ничего интересного особо не происходит. Буквально та же самая реплика, отличается только началом, что «Ага, тебе удалось оперировать сломанным лифтом, о, как интересно». Мне еще стало интересно, действительно ли экскурсия, которую предлагает вот этот парень, имеет какой-то смысл. Я отказался, потому что она, не оптимально дорога, неоправданно. И я такой, что сам все могу исследовать. Что, собственно, и сделал. Но посмотрим, давайте. Замечательно, замечательно. Давай тогда пойдем. Просто следуй за мной. И дай знать, если захочешь узнать что-то местности, через которую мы проходим. Хорошо. Вот я бы сейчас уже хотел узнать. Видишь эту статую? Вот она. Я слышал, что она обличает
Кернака, одного из самых выдающихся ученых и мыслителей Двемеров. А за ним, видишь, этот странный шароподобную конструкцию между двумя зданиями? Вот она. Вон. Так вот. Ни одна из экспедиций сообщества так и не смогла выяснить, для чего она. Или возможно ли попасть внутрь нее к их общему неудовольствию. Да, очень интересно. Вот вы знаете, я смотрю на эти фонари двемерские. Думаю, что возможно разработчикам там Red Rebuild. Возможно, они хотели бы, выразимся так, сделать двемерский быт каким-то более уникальным, потому что вот чего-то подобного двемерских светильников таких я не встречал в других двемерских руинах. Может, они жили без освещения, видели в темноте. Или им вообще свет был не нужен. Это, знаете, меня часто посещают такие мысли, что если прийти когда-то к созданию чего-то со своего такого подобного, какой-то расы, то сделать ее совсем какой-то не похожий ни на что. Что-то за пределами нашего представления обывательского. Ну, тут в этом коридоре чуть больше всякого обычного двемерского мусора. Ничего, на что стоило бы тратить время. Вот по поводу коридора предыдущего, ну, он говорит какую-то подобную же фразу. Особо интереса не представляющую. Вот чекпоинт. Посмотри на чертов размер этой комнаты. Она всегда меня удивляет. И отсюда обзор только еще лучше. Посмотри на эти огромные... на эту огромную резьбу на стене. По-моему, один из ребят из общества говорил, что они изображают звездные знаки, созвездия. Я не очень-то могу их различить в этом свете, но я полагаю, он туда слевитировал и посмотрел. Левитировался. Вот. Я, кстати, не заметил, да, их. Но все еще я не нашел изображение двемерского бога и поклонение ему. Ну, это, наверное, Нумидиум имеется в виду. Написанную с... как его там? Свенсоном? Нордсеном? В книге «Развалины Кемелзе». Может, просто невнимательно смотрел. Окей, теперь мы пробираемся через эти завалины. Ступай осторожно тут. Здесь мы можем видеть первые признаки успеха. Ты можешь видеть элементы двемерских конструкций, которые команда Нордсена смогла раскопать. Но это место по-прежнему полный беспорядок. Смотри под ноги. Так, что, все, экспедиция наша завершена.
Няга уперся в дверной проход и не идет дальше. Давай. Ты можешь. Ну да, похоже, на этом экспедиция подходит к концу. Точнее, тур. Вот, но... В общем-то, когда мы попадаем в сам вот этот зал... Он, кстати, продолжает пытаться. Вот это воля к победе. Он говорит о том, что вау. Посмотри тоже на размеры этой комнаты. Как раз сюда Нордсен вывалился во время своей экспедиции. Потом мы проходим по самой усыпальнице и доходим до места, где стоял Центурион, который напал на Нордсена. И он об этом тоже рассказывает.